Всем привет! Сегодня хочу рассмотреть с вами Clyde Harwood. Баскетбольная моделька, это скорее ознакомительный обзор. В целом я не сильно разбираюсь в баскетбольной обуви и не профессионал, играю лишь любительски. И как таковых этих моделей у меня в принципе нет, поэтому я могу судить лишь там по некоторым обзорам, а также то, что у меня конкретно находится в руках. Сделаны они во Вьетнаме. Коллекция конкретно в этом цвете 2019 года. Также есть еще модельки в разных исполнениях. Там меняется верх кроссовка, более вафельный, например, стиль. Но, кстати, там есть минус, что именно в той модели они могут немножко растягиваться. В данном же случае здесь все выглядит гораздо крепче и, на мой взгляд, смотрится довольно добротно. По материалам здесь половина кроссовок сделаны из кожи. Это верхняя часть, отверстия под шнурки. Шнурки обыкновенные. Передняя часть абсолютно белая, что по сути, конечно же, возможно, выглядит ярко, но при этом это очень марко и непрактично. Придется часто их выстирывать. Довольно плотный текстиль, он идет в два слоя. По воздухопроницаемости, конечно же, не блещет. Это где-то плюс-минус 50%, немножко лучше, чем дримеры. И на замену, что самое интересное, сейчас именно Харвудом идут Court Rider 2K. Они в целом похожи, просто вот конкретно в Court Rider'ах, на мой взгляд, более острый нос идет. И материал сетчатый, он продлевается аж до самого носка для дополнительной вентиляции. Также, что еще интересно, здесь идет прорезиненный форм-стрип, беговой трек, замшевые вставки в кроме натуральной кожи. И, как я уже сказал, это двухслойный текстиль. Петельки, в которые продеваются шнурки, они идут от самых, получается, боков корпуса, чтобы фиксировать хорошо ногу. Задник имеет формованную пластиковую вставку, и в принципе вся подошва, вот эта вся резина, она как бы немножко выступает, тем самым делая борта. Шнурки, защищенные прорезиненными вставочками для того, чтобы не порвать сам материал. Это 42 размер, они полномерные, сделанные в 2019 году. Эта партия, эта модель где-то в декабре. Довольно плотный, материал делится на две части, это обычный синтетический внутри, а также под стелькой мы можем видеть основную, которая, собственно говоря, вот в данном случае не сильно аккуратно сделана, и она немного как бы наживлена, сложно вылазить. Она здесь гелевая, тоже дает амортизацию, причем довольно толстая. Она довольно неплохо прожимается, но не на классном уровне. Кроссовки называются Clyde Harwood, но в целом при переводе это получается какая-то ерунда, звучит как лиственная древесина или что-то в этом роде. Сама же модель идет к отсылке именно к крутому баскетболисту 70-х годов, это Уолтеру Клайду Фрейзеру, и в честь него и назвали эту модель. На подошве мы можем увидеть Profoam Light надпись. Profoam — это по сути пена, которая дает довольно неплохой возврат энергии, но опять же таки это все в теории. Она на 15% по заявлению производителя лучше, чем обычная Evo. Но в целом, посмотрев некоторые обзоры, особенно зарубежные, этим кроссовкам внешний вид довольно неплохой, отличная фиксация, особенно если брать вот этом материале. Также отличнейшее сцепление, но именно амортизации не хватает. Эта пена, она, говорят, что очень базовая в плане амортизации. Можно их обувать также на каждый день, понятно, не в самую жаркую погоду, и уж тем более не в дождливую. Смотрится сверху, ну, очень странно, так интересно. Передняя часть словно вот макнулась что-то, вот, молоко, например. Ну, на мой взгляд, может даже интересно, но белый цвет, честно говоря, я не перевариваю, потому что, ну, им будет, скажем так, беда, особенно на носке, чтобы они белую часть сделали повыше. Но это все субъективно. В принципе, для кого-то это не будет минусом. Вот такой вот получился обзорчик. Всем спасибо, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, постараюсь на них ответить. До новых встреч!